В глубокую миску разбиваем 2 крупных яйца, желательно брать комнатной температуры. Добавляем щепотку соли, 3/4 стакана сахара, это не полный стакан. Я использую стакан 250 граммовый. Сначала просто перемешиваем и взбиваем миксером до пышной светлой массы. Во взбитые яйца вливаем 3 столовые ложки растительного масла без запаха и на маленькой скорости перемешиваем миксером или лопаткой. Отставляем взбитые яйца в сторонку. Берем глубокую емкость и выливаем 1 стакан кефира. В него всыпаем 1 чайную ложку соды, перемешиваем и оставляем на пару минут, чтобы сода хорошо активировалась. После того, как сода активировалась, переливаем к взбитым яйцам и перемешиваем венчиком до однородной массы. Берем 1 стакан муки и просеиваем ее через сито. Сразу же просеиваем 3 столовые ложки какао. И все хорошо перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Должна получиться однородная гладкая масса. Тесто получится жидковатым, это нормально. Полученное тесто делим на 3 равные части. В каждой емкости у меня получилось по 2 половника. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный телеграм-канал и повторяйте за мной разные вкусные рецепты, которые проверены мной. Берем сковороду, она у меня диаметром 22 сантиметра. Поверхность можно слегка промазать растительным маслом или для уверенности, как я, использовать пергаментную бумагу. Выливаем первую часть теста и лопаткой распределяем по всей сковороде. Отправляем на маленький огонь, сверху накрываем крышкой и готовим 8-10 минут. Когда будет появляться конденсат под крышкой, обязательно нужно будет вытирать полотенцем и готовить так дальше под крышкой. Готовый корж не липнет к рукам и не оставляет следа. Снимаем с огня и с остальным тестом повторяем все то же самое. Приготовим крем. В глубокую емкость выкладываем 500 грамм отвешенной сметаны. И в другую емкость выкладываем 1 банку вареной сгущенки. Я использую рогачевскую. Миксером перемешать сгущенку до однородной гладкой массы. Перекладываем к сметане и лопаткой перемешиваем до однородной массы. Крем готов. Он получился плотным и хорошо держится на лопатке. Берем корж и с помощью разъемного кольца обрезаем нужного диаметра. Я делаю по 20 сантиметров. Обрезки перекладываем в другую емкость. Они пойдут на украшение торта. Собираем торт. Выкладываем на блюдо первый корж. Устанавливаем разъемное кольцо. И сверху выкладываем половину крема. Равномерно распределяем.
Так продолжить до верха. На второй корж выкладываем вторую половину крема, накрываем третьим коржом и убираем торт в холодильник. А оставшийся крем перекладываем в другую емкость, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Приготовим глазурь. В сотейник высыпаем 3 столовые ложки какао, 4 столовые ложки сахара и перемешать между собой. Добавляем 3 столовые ложки сметаны. У меня сметана 15%. Хорошо перемешиваем до однородной массы и отправляем на средний огонь. При постоянном помешивании довести до кипения. После закипания варим полминуты и снимаем с огня. В полученную массу добавляем 2 столовые ложки холодного сливочного масла и хорошо перемешиваем до однородной гладкой массы. Полученную глазурь выливаем сверху на торт. Лопаткой распределяем по всей поверхности. И для выравнивания можно постучать. Так верх торта будет более ровным. И если будут сверху появляться пузырьки, просто проткните их зубочисткой. Накрываем пищевой пленкой и убираем торт в холодильник на пару часов. Так как я торт готовлю вечером, он у меня простоит всю ночь. Достаем торт из холодильника, снимаем пищевую пленку, ножом проходим по краям формы. Достаем из разъемного кольца. Берем оставшийся крем и им промазываем бока торта. Убираем торт в сторонку, берем обрезки от коржей, пересыпаем в чашу блендера и измельчаем в мелкую крошку. Вот такая получается крошка. Полученной крошкой украшаем бока торта. Торт готов. Нарезаем и подаем к чаю. Торт готовится очень легко и просто. И никто никогда не догадается, что вы приготовили его на сковороде. Торт получается очень вкусный, поэтому я рекомендую вам попробовать его приготовить. И в комментариях напишите, как вам торт. А вам я желаю приятного аппетита!